Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Теперь Бэрон доверяет своим чувствам и повсюду находит шляпу Дилана. Он чувствует себя опустошенным, когда думает, что не сможет этого сделать. Господин Кудрет, мы знаем, что Дилан сильна, если не для себя, то для своего малыша. Она держится за жизнь и поддерживает ее, чтобы она не омрачила ее сердце. Дилан находит палку и пытается найти способ идти, держась за нее. Его мотивирует разговор со своим ребенком, и он думает, что твой отец найдет нас. Баран пытается сделать так, чтобы его голос был услышан, крича «Мы здесь». Он начинает отчаиваться, говоря, что никто не слышит моего голоса. Отчаявшись найти дорогу, что мне сделать, чтобы его голос был услышан, он оставил на шляпе след. Харун и Ясмин обнялись, а затем разошлись, когда Ясмин почувствовала боль в руке. Когда он злится на Ясмин за то, что она с этого момента не скрывается от меня из виду, Ясмин говорит, что ты злишься больше всех. Харун, я не сержусь, я так испугался, что с тобой что-то случилось, и они будут спорить. Госпожа Сабиха очень несчастна, и пока она отдыхает в постели, госпожа Азади приходит к ней и спрашивает: «Выздоравливай скорее, как дела?» Когда госпожа Сабиха пытается встать, потому что мне нужно побыть с дочерью, госпожа Азади говорит ей лечь спать и оставить врача в покое. Госпожа Сабиха плачет и говорит Дилану, что если она расстанется с ним после столь поздней встречи, она не сможет этого вынести. Хоть ты и не мог о ней позаботиться, Баран всегда о ней заботился, а теперь иди спать и отдыхай, не волнуйся, мы найдем твою дочь и внука, говорит он и выходит из комнаты. Дилан продолжает кричать «Баран» и продолжает идти. Внезапно он не может видеть, что перед ним, и падает с высоты. Дерево застревает у нее в руке, когда она думает, и пока она вытаскивает его руками, ей очень больно, и в то же время она молится Богу и плачет, говоря: «Пожалуйста, защити моего ребенка». Баран становится очень нетерпеливым, и Гану Кудрету трудно его успокоить. Как говорит Баран, мы не должны найти его до захода солнца, сообщите всем, они не должны искать где-то еще, они должны прийти сюда. Кудрет звонит Ферату и приглашает его к себе. Когда Гуль выглядит очень обеспокоенной и грустной из-за Дилана, Ферат подбадривает ее и говорит ей, что Карабей никогда не откажется от любви к мужчине. Гуль слышит волчий вой и обнимает Ферата. Харун и Ясмин снова начинают ссориться, однако господин Кудрет звонит Харуну, и они прекращают спорить и идут в том направлении. Дилан не может подняться с того места, где упала, и плачет. В этот момент на ум приходит момент, когда они слушали сердцебиение своего ребенка. Сказав «Я не сдамся, я буду бороться за своего ребенка и держаться за эту жизнь», он встает с того места, где упал, связывает руку ремнем пальто, чтобы уменьшить кровотечение, и снова начинает кричать «Баран». Джавахир и Шаир приходят в особняк, чтобы узнать последние события. Джавахир предупреждает Шаира, чтобы он был начеку, входит и говорит, что я пришел поправиться. «Хасан, я попал в беду из-за тебя. Баран убьет меня, если узнает об этом». Пока Джавахир говорит «Не волнуйся, Хасан Эфенди, я знаю свою работу», приходит Азади. Когда Джавахир спрашивает, есть ли необходимость, он говорит, что нет необходимости, мы, Карабеи, занимаемся своими делами. Когда Джавахир спрашивает Гэжу Сабиху, я слышала, что она тоже здесь, я хотела бы пожелать ей скорейшего выздоровления, госпожа Азади звонит Гэже Кадер и говорит, отведите ее в ее комнату, господин Джавахир. Затем, когда госпожа Азади говорит, что ей не нравится этот человек, Хасан говорит, что ты видел. Он похож на человека и хочет помочь. Госпожа Азади говорит, открой глаза, но не доверься ему. В поисках Дилана Бэрон сходит с ума, когда видит следы крови на земле. Господин Кудрет едва успокаивает его и убеждает продолжить поиски. Тем временем господин Кудрет звонит Хасану и спрашивает, есть ли какие-нибудь новости.
Господин Кудрет говорит: посмотри на меня, скажи домашним, мы найдем Дилана, воссоединимся с моей невестой, и кладет трубку. Госпожа Кадер приводит Джавахира к Гэже Сабихе. Когда госпожа Сабиха спрашивает, что вы здесь делаете, Джавахир отвечает, что я скоро пришел поправиться, и спрашивает, где вы это услышали. Когда госпожа Сабиха реагирует и злится, Джавахир, напротив, говорит, что я здесь, чтобы помочь. Госпожа Сабиха говорит: мне не нужна помощь моего врага. Баран найдет его. Он говорит: позвони мне, если передумаешь, и уходит. Дилан пытается мотивировать себя своим уставшим и измученным ребенком и начинает искать убежище, говоря, что стемнеет. И вдруг его внимание привлекает хижина, и он очень радуется, потому что, возможно, нашел кого-то, кому можно обратиться за помощью. Господин Баран и Кудрет видят, что следы крови заканчиваются, куда бы они ни пошли. И они понимают, что Дилан упорно пытается жить решительно. Бэрон вспоминает то время в дневнике, который Дилан вел для своего ребенка. Затем он говорит: «Моя жена никогда не сдается». Дилан стучит в дверь хижины, но никто не открывает. Тогда он начинает искать ключ, чтобы войти в хижину, чтобы не переночевать на улице. Он находит ключ в туфлях, стоящих перед дверью, открывает дверь и входит. Затем, когда он понимает, что телефона нет, он успокаивается и начинает искать что-нибудь, чтобы остановить кровотечение в руке. Затем он находит в шкафу средства первой помощи и перевязочные материалы. Корчась от боли, он сначала одевает голову, а затем руку. Хирикис встречаются в том месте, где заканчиваются следы Дилана, а тем временем господину Кудрету звонят из поисково-спасательной команды и сообщают, что в ближайшее время будет шторм и что они прекратят свою поисковую деятельность. Когда они говорят, что очень недовольны этим решением и мы продолжим поиски, Баран злится, потому что говорит, что не может рисковать чьей-либо жизнью, и вы возвращаетесь. Хотя никто не хочет идти, Бэрон ругает их и говорит, что отошлет их всех и позвонит им. Когда Джавдету становится любопытно и он звонит Харуну, он узнает, что произошло, и очень злится. Когда Цеврии очень расстраивается, на этот раз Джавдет пытается ее успокоить. Пока Дилан думает про себя, что он справится с этим, ему становится холодно, он находит одеяло и ложится на диван. Ему удается уснуть, но он старается не спать, потому что его ударили по голове. «Детка, не бойся, я не боюсь, я чувствую, что твой отец рядом с нами, он нас найдет, я даже знаю, что он не оставит нас здесь». Затем он наклоняет голову и собирается потерять сознание на диване. Бэрон ходит по лесу, зовет Дилана и говорит, что найдет тебя. Госпожа Азади очень волнуется, говоря, что новостей по-прежнему нет, а когда госпожа Сабиха приходит и спрашивает новости, госпожа Азади злится и спрашивает: «Мы собираемся иметь с вами дело во всем этом хаосе». Пока госпожа Сабиха плачет, что моя дочь может делать одна в холодном лесу, в особняк приходят господа Кудреты. Когда госпожа Сабиха взволнованно спрашивает, где Дилан, где Баран, почему они не пришли, господин Кудрет отвечает, что, к сожалению, мы не смогли его найти. Когда госпожа Сабиха узнает, что произошло, она очень злится, а затем злится на Хевина и плачет, говоря: «Ты обещал мне, как ты мог прийти и не найти его». Когда Харун и Ясмин приходят к Джавдету, Джавдет узнает, что произошло, но не хочет останавливаться и хочет пойти искать Дилана. Цеврии и другие насильно успокаивают его и отговаривают уйти. Ферат злится в своей комнате, спрашивая, почему я оставил его и вернулся, тогда Гуль держит его за руки и успокаивает, говоря, что больше не вини себя. Пока Баран гуляет по лесу, он видит хижину, в которую вошел Дилан, говорит: «Надеюсь, ты там, Дилан», и с энтузиазмом идет к хижине. Тем временем Дилан видит во сне Барана и его ребенка, но он одет в белое. Пока Дилан находится между сном и бодрствованием, в дверь врывается Бэрон. Бэрон пытается привести Дилана в чувство, Дилан открывает глаза и говорит: «Я знала, что ты не оставишь нас». Бэрон говорит, что, конечно, он меня не отпустит. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев.
Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.